Друзья мои, здравствуйте! Меня зовут Пульхерия, а вы на канале Записки пользователя или вы гениальны? Если вы еще не подписались на мой канал, присоединяйтесь к количеству моих подписчиков. И если вы не умеете готовить, то я вас обязательно этому научу. Ведь готовить это очень круто. И у вас обязательно все получится, потому что вы гениальны. Сегодня, мои дорогие, мы приготовим очень интересный и оригинальный бисквит, который называется ангельским или пища богов. Этот бисквит готовится только на одних белках. И действительно, он очень легкий и невесомый. Легкий, как облачко. И я вам предложу уникальную технологию. Я буду готовить без духовки, но кто, впрочем, хочет готовить в духовке, я научу и расскажу, как это сделать. Поэтому присоединяйтесь и смотрите все, кто хочет готовить в духовке и кто хочет готовить без духовки. Для приготовления этого бисквита нам понадобится 10 белков от яиц категории S1. Примерный вес 300 граммов. Мука 120 граммов. Сахар 150 граммов. Добавьте в сахар ванилин или ванильный сахар. Соль 1 щепотка. Лимонная кислота 1/5 чайной ложечки. Итак, приступаем. И для начала мы с вами должны взбить белки. Добавляем белки, соль, лимонную кислоту и начинаем взбивать их до появления пены. А потом начнем с вами добавлять сахар. Взбив белки до такого состояния, мы продолжаем их дальше взбивать. Останавливать не надо, я просто вам показываю. И добавляем по ложке сахар и будем их взбивать до устойчивых пиков. Я вам покажу конечный результат. Белки взбиты. Посмотрите, вот так выглядят устойчивые пики. Переворачивайте чашу, и ваши белки не выпадают. Друзья, взбитые до устойчивых пиков белки мы просеиваем муку частями и осторожными складывающими движениями вмешиваем муку. И так мы вмешиваем всю муку. Друзья, мы замесили тесто, вмешали муку в белки и не осадили их. Обратите внимание, что мы выпекаем без разрыхлителя. Теперь информация для тех, кто будет выпекать в духовке. Духовку разогреваем на 170 градусов. Форма диаметром 18-20 сантиметров. Ничем не смазывать, на дно положить кружок из пергаментной бумаги. Ставить разогретую духовку. Время выпекания 35 минут. Это среднее время выпекания. Смотрите по своей духовке и проверяйте готовность вашего бисквита. Для тех, кто, как я, будет выпекать на плите, нужна такого же диаметра форма. Смазывать также не надо, на дно положить кружок из пергаментной бумаги. Кроме этого нужна крышка, плотно прилегающая и обмотанная хлопковым или льняным полотенцем. Кастрюля или сковорода должна быть не эмалированная внутри. Это обязательное условие. Выпекать надо ближе к минимальному нагреву. У меня 9 ступеней. Я буду выпекать на 3-й ступени. Выкладываем. Я буду выпекать в 2 формах, поэтому у меня будет не очень высокие бисквиты. Это надо для моих целей. У вас бисквит будет в 2 раза выше. Перекладываем. Друзья, показываю вам,
У меня две формы. Я их заполнила и разровняла. Теперь, кто выпекает на плите, накрывает крышкой. Кто выпекает в духовке, крышка вам не нужна. Время выпекания на плите от 1 часа. Встретимся через час. Друзья мои, бисквит готов. Бисквиты охлаждают на решетке, перевернув вверх дном. Сейчас его охлаждаю, потом вынимаю и покажу его, как они выглядят и какой высоты получили. Друзья мои, наш ангельский бисквит на белках яиц, готов. Этот бисквит, мои дорогие, называется ангельским недаром. Он удивительно вкусный, легкий, мягкий и воздушный. И еще у него есть одно просто превосходное качество, о котором почему-то мало кто говорит. В нем нет ни капли жира. Друзья мои, несмотря на превосходные качества этого бисквита, себестоимость ему совсем мала. Ангельский бисквит можно есть просто с чаем или с кофе, использовать как самостоятельный десерт. А также он используется для различных тортов. И я, конечно, вас не оставлю просто так с этим бисквитом. Я обязательно приготовлю что-нибудь из такого бисквита. Так что смотрите дальнейшие видео. Мои дорогие, попробуйте этот бисквит, и вы станете его поклонником. Приготовьте его. У вас он обязательно получится, потому что готовить его несложно. И еще потому что вы гениальны. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита, друзья! Не забывайте, ставим пальчики вверх и подписывайся на мой канал. Делимся этим видео с друзьями и в социальных сетях. С вами была Пульхерия. До новых встреч, друзья! Мы еще с вами приготовим много-много замечательных и интересных блюд. Пока-пока!